Ребята, всем привет! Мы снова с вами. Наступают снова наши выходные. Мы хотим эти выходные провести вместе с вами. Сегодня Дима пришел с последней ночной смены. Пока он спит, я решила время не терять зря, поехать закупиться. Дел запланировано у нас много, погода хорошая. Надо и как по дому поработать, так и на террасу выйдем сегодня, поработаем. Ну а пока мы с вами поедем в Kaufland закупаться. Все, в Kaufland мы закупились. Багажник я все заправила. Сейчас едем к Бауру. А потом будем разбирать сумки, смотреть, что купили, сколько заплатили. В общем, остаемся. Будем еще делать с вами сегодня окрошку. Так, ребятки, приехала я с закупки, обложилась я тут продуктами, теперь это ж надо привезти, мы это привезли, теперь надо это разложить, да. Хотела показать немножко, что я купила и какие сегодня были ангиботы. Ну, как говорится, свят-свят. Всем привет, я дома. Да, покажи. Свят-свят. Зект 2. Я не знаю. Ну, короче, я увидела 2 и поняла, что его надо брать. Да. В общем, он был в ангиботе 2,79. Вспомнил, да? Отравимся с Димоном. Зект был. Вот эти гемюзы Сами были. пейте такое. Да, гемюзы было. Ойра 79. Ага. Вот они с Миланом Я такое люблю, да. любят. Как-то мы готовили В аэрогриле? в аэрогриле вот эти ребрышки. Мы их, Милан, по-моему, да, купил случайно. То есть мы их никогда не покупали с тобой. Ребята, нам так зашли такие вкусные ребрышки. Да. И мы, в принципе, сейчас каждую неделю покупаем с картошкой туда в воскресенье, да, по-быстрому. И именно вот этот барбекю соус. Очень вкусный, очень вкусный. Так, что я решила сегодня готовить, пока я ходила в Kaufland, да, думала, что сегодня буду готовить. Ну, в общем, решила я сегодня своему сыну младшему угодить. Просит он у меня окрошки. Я говорю, Милан, лето еще не наступило. Хочу окрошку, все, будем готовить окрошку. Редиска пришла свежая. Ты для этого все купила, да? Я для этого купила. Я купила и такой леонер, и такой леонер. Буду нарезать. Сейчас мы все сумки разберем, будем с вами делать окрошку. Так, и еще я решила на этих выходных сделать бешпармак. У нас же Наурыз праздник в Казахстане проходит. Кто казахстанцы? Ребята, всех мы поздравляем с наступающим Наурызом. Будем готовить... Наурыз коты болсын. Наурыз коты болсын. Купила, не было жирной говядины, но такую максимально постаралась жирненькую взять. Конины у нас нету, не знаю. Ты сказал, что тебе коллеги говорили, что где-то есть конина. Ну, да, я это давно было. Я не знаю. В общем, 16 ойра за килограмм
Здесь почти 1,5, 22,75. Вот такой. Ну, кто знает, кстати, напишите, где покупать. Может, где-то в Кауфланде лежит, а мы не видим. Ну, никогда я не видела конину. Но вот такой я взяла хороший кусочек говядины. И оно же, видите, без кости. Я решила еще вот дацу взять вот таких косточек, чтобы бульон был у меня наваристый, да. Детям, как всегда, ягода. Любят они у нас с кашей кушать вечером. Вот такие они любят. Очень вкусные, ребят. Кто не пробовал, попробуйте. 3,99. Именно как маффинс, да? И нутелла Дороговато, но они реально, нутелла. реально вкусные. И само тесто вкусное. Очень вкусные. Берем. Так, ну на окрошку, соответственно, мы взяли кефир. Он сегодня был в Ангиботе. Ну, их не Ангибот. Для меня это была нормальная цена. 89 центов. Написано было ойра 0,9, перечеркнуто 89. Взяли кефир. Рафаэла сегодня была в Ангиботе 3,50. 2,99 вот это. Ферреро. По акции, да, кто не понимает. Да, Ферреро Рошер. Что такое ангибот? Макси Кинг сегодня был ойра 49. Риттер Спорт сегодня был по одной ойре. Да. Виноград Не люблю сегодня. шоколад. Ойра 49. Вот эта упаковка. Без косточки. Без я вижу. косточки. Ойра 49. Хорошая цена. Взяла. Пошла, хотела взять эти вербы к Пасхе. 3 вот таких одинокие вербочки. Нам Виолетта даст. 4,44. Вот я поэтому, Дима, передумала. Да, Виолетта растет он. 4,44, 3 одиноких Мы еще веточки. дешевле сделаем. Поставим стол на улицу. Будем и продавать. Да, купим по ойре у Виолетты, будем по 5, по 3,5. Я тюльпанчиков Да. взамен взяла, не захотела я. Там даже редуцит, что, не свежий, что ли? Нормальный. Окей. Хороший, Два ойра. да. Классно. Вот такое тоже я покупаю детям. Милан делает сам себе. Берга, да? Да. Вот такие булочки, вот такие котлетки, соус, листики он туда. И это он хулиганит, Ну да, когда вот нас... так вот здесь бананы зеленые. Ну, завтра они уже будут Ну, хорошие. это понятно, что они зелеными продаются. Да. Было бы странно, если бы они продавались бы желтые сразу, да? Ну, немножко напитков купила. Немножко напитков, да. Упаковку минералки и чуть-чуть сладких напитков я взяла. И, в общем, у меня Кауфланд вышел 162,96. 163. Но мы же с вами поехали потом к Бауру, да? Фермеру. К фермеру, да. Вот у них картошка продается, она очень вкусная, она плотная, она очень вкусная. Она, конечно, грязная, не как в магазине мы покупаем такую красивую, чистенькую картошечку. Она у них грязная, но она очень-очень вкусная. Ойра 40, по-моему, килограмм был. Ойра 40. Там у нее были мешки. Там чем больше берешь, 12 килограмм, 5 килограмм. Я 5 килограмм взяла, и она, по-моему, из-за этого была дороже. 5 килограмм я взяла у нее картофеля. Я взяла у нее 2 килограмма груш. Хорошие эти груши. Я купила 2 килограмма яблок гала. И еще мы покупаем у них вот такой сок. Тоже, кто не покупал, обязательно. Я из-за краника люблю. Детям удобно, нам удобно. Венчили. Чисто выжатый яблочный сок. Обалденский. Очень вкусный, очень удобно наливать. Но я его немножко размешаю со свекольным. Я вам уже показывала, что я 2 раза в неделю пью Извращение. свекольный сок. Ну, свекольный сок... Чтобы не так противно было, да, ты имеешь в виду? Нет, его нельзя. Его нельзя да? пить чистым. Его надо пить... Дирекция. У меня морковный сок есть. Я его мешаю. То есть они рекомендуют или с яблочным, или с морковным. Отравимся. Ну, все. Показала. Ну, в общем, у Баура я заплатила за яблоки, груши, сок и картошку ровно 20 ойра. Вот такая закупка у нас сегодня получилась. Это Артуру, да, как говорится, он такое любит. О, да, рассольник он попросил, я купила Баух. Туда в суп, да, кинешь? Ну, с хлебушком. Все, да, так вот. Все, мы начинаем окрошку делать. Так, ребятки, все, у меня тут параллельно готовится, картошка варится, яйца варятся. Я перемыла вот наши груши, яблоки сохнут. Вот редиску приготовила. Сейчас начнем, зелень приготовила. Сейчас начнем все нарезать на окрошку, а пойдем пока посмотрим, чем у нас Дима занимается. Дима у нас решил немного траву подровнять. Конечно, ее еще подстригать рано.
но подровнять ее нужно. Но у нас тут я неудачно высадила тюльпаны, и вот надо их не зацепить. Я уже их Ты их вокруг, да? вокруг немножко. Ну, травкой запахло, конечно, она еще старенькая, не свежая трава, будем новую сеять, но немножко... Повыше поставил, но она все равно низкая. Ты хотел так немножко, да, подровнять? Ну, травой запахло, Дим, вкусно. Что, ты сверху утеплился, а снизу решил не утепляться, да? Тепло тебе? Окей. Да, неудачно я вот повтыкала тюльпаны. Ну, немножко Дима подровняет, немножко начнем заниматься территорией, в общем. Так, ну пока я вот подготовила вот такую красоту, запахи пошли, конечно, еще не летние, но и тем не менее очень свежие, редиска уже свежая. Лук, ну тоже пахнет, все пахнет очень вкусненько. И вот хотела сказать, я всегда вот в принципе в окрошку добавляю вот такую колбасу, она уже штрайфами нарезана, я потом кубиками и добавляю. А сегодня, это же как Леонер, да, простой, а сегодня я купила батоном. В Кауфланде сегодня продавали колбасу докторская от Довгань. Я посмотрела цитату, мне вообще не понравилось. Там 48% мяса и остальное все добавки, добавки, добавки. И я решила купить, попробовать в первый раз сегодня вот батоном Леонер. Здесь неплохой цитатен. 84% мяса. И потом уже идет там вода, там йод, там, ну, вот эти всякие добавки. Но сейчас я вот разрежу, посмотрю вот эту колбаску. Так, колбаску я тоже буду нарезать кубиком обычным. Ну, немножко так постараюсь помельче. Ну, я хочу сейчас попробовать одну шайбочку колбаски и сказать, стоит ее покупать или не стоит, вкусная она или невкусная. Вот, жопку попробуем. Ну, неплохая, вообще неплохая. Такая же, как и здесь. Но эту я не буду сегодня открывать. Дима потом сделает вурст-салат. А я уже тогда дорежу этот батон вот такими кубиками. Заниматься яйцами. 7 штук я хочу порезать. Я не знаю, почему я люблю в окрошке, чтобы я чувствовала яйца. Ну, потом, конечно, я это все буду перемешивать и буду смотреть, что хватает, чего не хватает. Я не полностью батон этой колбасы порезала. Я больше половины батона. Ну, когда я уже все нарежу, буду перемешивать, и я буду смотреть. Вот 7 яиц, а картошечка наша вкусная, фермерская, пока она у меня на террасе охлаждается. Так, ребята, все, наш картофель остыл. И мы его нарезаем тоже кубиком. Но я вам хочу сказать, фермерская картошка очень сильно отличается от магазинной. Она такая плотная, и она очень вкусно пахнет. Она прям вот режется кубиком. Ну, вот столько картофеля я... Ой, еще у меня одна осталась. Я думаю, что я ее тоже дорежу. Она уж лишней точно не будет. Чтобы окрошка еще нам и сытость, да, придавала.
Так, ну все, вот дорезала я наш картофель и добавляю ко всем ингредиентам. В общем, я всегда делаю в большой кастрюле. Ну, нам сегодня кастрюля понадобится для бишбармак, поэтому и я решила это делать все в большой чашке. И все равно получилось очень плотненько. Ну, сейчас будем размешивать. Сейчас самое интересное. Сейчас мы это все будем размешивать. Блин, полная чашка у нас получилась. Вообще, говорю, я делаю в большой кастрюле, но сегодня пришлось сделать в чашке. Но я думаю, что она сегодня у нас разойдется на ура. Почему? Потому что уже парни тут коршунами... Ну, ты что, конечно, разойдется. Коршунами ходят уже. Когда будет окрошка готова? Так, смотрите, я ее на сухую, то есть я еще пока ничего не добавляла, я ее хорошо посолила. И буду сейчас все это перемешивать. И ждать, пока немножко как соль разойдется. Ну, вкусно пахнет очень. Я тоже успел, как говорится, пока солнце здесь еще было, я захотел там на террасе травку подстричь, то она выросла. Ну, вообще безобразно выглядела просто. Я на самую высокую поставил, чтобы не сильно стрессовать ее. Травку подстриг. Ну да. Успел Так, немножко сделать, чтобы чуть-чуть выглядело хорошенько на террасе. Ну и мы сейчас за счет этого и дадим новый рост новой траве. Мы да, подсыпем это, семена. по идее, сейчас не время, Тань, стричь траву еще, потому что земля еще холодная. Холодная, да. Да, но, как говорится, полная чашка. трауф. Смотри, какая красота. Ну да, Милан тут тоже докошен. Ой, Милан вообще уже... Я тоже хочу. Но я все равно люблю холодную. Я понимаю, что ты сейчас зальешь, она все равно еще будет Мы ее на террасу, Дим, тепловатая, поставим. как говорится. Я люблю, что она вообще прям с холодильника была. Я потерплю. А Милан уже не может, он все тут. Мама. Так он уже мама. сколько у меня ее просила. Говорю, ну давай хоть редиски, говорю, дождемся. И когда он сегодня пришел со школы, я говорю, как ты думаешь, что мы готовим? Он такой, окрошку? То есть ребенок сразу среагировал. Так, ну все, солью я перемешала. Что я теперь буду делать? Теперь я буду добавлять йогурт. Йогурт. Вообще я, в принципе, делаю по-разному. Я, бывает, добавляю крем-фреш. Но сегодня я решила... Крем-фреш сильно, мне кажется, фетик, да, как-то жирный. Да. И мы, опять же, ориентируемся на Милана, спрашиваем, с чем ты сегодня хочешь. Он говорит, йогурт есть? Я говорю, есть. Ну, говорит, давай йогурт там сделаем. Все, теперь я ее, получается... На минералке мы никогда не делаем. Почему, Дим? Да ну. Ну, делаем. Ну, не, мне не нравится. Не нравится? Нет. А Милан сегодня стал на минералке сделать. На квасе, блин. Ну, нет, на квасе. Вот что мы не делаем точно, это на квасе. Ну да, ну согласен, да. Да, а вот с минералкой... Да. Ну, запахи, да, классно. Она резкая классно, такая классно. немножко получается. Все, сейчас я опять Классно. хорошо все это перемешаю с йогуртом. Зелени достаточно хорошо. Достаточно. Конечно, Тань, не лето. это, блин, знаешь, если честно, что ты тут наделала? Че? Ну, это, ну, блин, Салат? ну, если честно, не, ну, во-первых, да, конечно, это оливье. Не, я имею в виду, что это, ну, 1,5 дня. 1,5 дня, и в смысле будет чашка пустая. Ну, да. я на сутки Даже, надеялась. может, день. Да. Ты со смены, тебе сейчас хорошо будет. День, это я имею в виду, когда солнце светит, а не сутки. Да. Так, все, я хорошо перемешала. Теперь я добавляю наш кефир. Кавказский кефир, да? С Kaufland, да? Ну да. Сколько у него жирность? 1,5%. 1,5. Мильт. Стоит. Mild, да, окей. Да, я подсык траву, запах такой на террасе, сразу опять запахло, опять-таки, как говорится, ну не летом, но весной вообще классно. И на террасе запахи, да? Да, и немножко по-орнутлих, как говорится, начало выглядеть. Ну, работы там у нас. Да, малину там немножко, у нас там дичка, это малины растет, немножко там расчистила немножко. Но я думаю, ну ее нафиг, надо купить, Тань, короче, я видел японская, она деревом растет. С кефиром у нас вот получилось, в принципе, вот как-то так. Густенько, да? Теперь мы будем Густенько. выжимать лимон.
Обязательная часть рецепта. Ну да, весь я не буду, наверное. Ну, выжму вот пол-лимона и буду смотреть. Пол-лимона, да? Ну, это много достаточно, или? Ну, это много. Кисленькое? Да, я оставлю. Напишите, как вы делаете окрошку. На Это квасе, на минералке, на кефире, на сметане. Лимон добавляете ли? Любите ли вы вообще окрошку? Так, ну вон у меня сока получилось, но я вот буду... Ну, конечно, кислинку дает такую. Так, Но оно же как и маринует. Это же как зоер и кислота. опять сейчас все перемешаем. И мы добавим дох минеральной воды. Так, как я делаю? Смотрите, сколько кефира там осталось. Жалко. О-о, теплая. Ну, с машины занесла. Так, сейчас это буду добавлять сюда. Оттуда, туда, я так А оттуда вот подразумеваю. туда. Я не знаю. Нань, ты в ту сразу отсюда туда? Даже. Думаешь, а так кулинзойры все уйдут? А, так ты имеешь в виду? Ну. Так, что у меня получилось? Пока 3 кефира я добавила. 3. А что, еще будешь добавлять? Ну, я буду сейчас смотреть. Думаю, нет. О-о-о. Думаю, нет. 3 хватит. Это получается 1,5 литра ты уже, да? Ну и воды уже тут полбутылки. Да. Так, ну вот сейчас мы будем смотреть по жидкости. Мы не любим всё. сильно жидкую. Всё, Нет. хорошо. Не, мне кажется, отлично. Мне кажется, отлично, да? Конечно, сейчас мы ее оставим на террасе на полчасика. Там сейчас Обязательно. прохладно. Я хочу холодную. холодную и плюс, чтобы она еще как бы У надо... нас сегодня, извини, 13 градусов было Тепла? на улице. То есть, да, я про то, что сейчас выставить на террасу. Ну, сейчас может быть 10, 9. Может, холодильник лучше? Чтобы быстрее было. Я же закупила сегодня полный А, холодильник. некуда, да, Ну, некуда. полный холодильник. Так, сейчас я попробую все это на соль. Конечно, она как борщ. Чем больше стоит, Да. тем вкусней. Я же про что говорю, надо объяснить, как маринуется, да, еще все это. По кислоте отлично. Да. Но соль отлично. По жидкости. Все, ей просто надо... Ей просто надо немного постоять. Полети, Алис, полети. Так, ну вот окрошка наша готова. Теперь будем делать бишбармак. Так, ребята, с окрошкой мы управились, справились, уже покушали. Очень было вкусное. Но мы же хотели сварить бишбармак, да, в честь праздника Наурыз. Бульон, в общем, я поставила. Все у меня там варится. И я еще решила, пока бульон будет вариться, я решила испечь баурсаки. Так, что нам нужно для баурсаков? 300 грамм молока комнатной температуры. 300 грамм есть. Ну, такие 2 чайные ложки сахара. Ну, не полные. Такая, может, как одна столовая, да, скажем так. И 1 пачка дрожжей. Так, все, я добавляю сюда дрожжи. Так, крышечка мне нужна. Сейчас я это все хорошо перекручу и оставлю молоко с дрожжами и сахаром на минут 15, чтобы оно немножко запузырилось у меня. Так, ну все, прошло 15 минут, и я буду добавлять, так, 1 яйцо. 1 яйцо. Баурсаки будешь сегодня кушать? Буду. Наурыз коты был сын. Да. Со школы помним, да, Дим? Да. Да. Так, 1 яйцо. 1 яйцо, 50 грамм сливочного масла. Такое оно, комнатная температура у меня.
Смог бы выучить, Дим, казахский язык? Да, наверное, да. А я, наверное, нет. Ну, как тебе сказать? В Казахстане живешь, надо, наверное. 500 грамм муки. Хотя бы, знаешь, какой-то грунт все равно должен быть, как говорится. Ну, мне кажется, сейчас уже молодежь разговаривает по-казахски. Мне кажется, да. Ну, больше, по крайней мере. Все, закрываем и месим наше тесто. Сейчас я вам покажу, какое тесто получилось. В общем, на 300 грамм молока я добавила 500 грамм муки, но не хватило. Я добавила еще 100 грамм, то есть на 300 грамм молока 600 грамм муки. Вот такое тесто. Все, я его сейчас закрою крышкой, оно будет у меня стоять и подниматься. Хотела вам показать бульон. Бульон тоже варится, красивый. Красивый. Сейчас, пока у нас мясо варится, тесто подходит, будем заниматься луком. Так, я порезала 4 головки лука. Я не знаю, как вы, я люблю лук, и в бешбармаке я его очень люблю. В общем, я отправляю его на сухую сейчас вот сковороду. Весь мой лук. И буду добавлять наш бульон. Бульон хороший, наваристый, красивый, жирненький. Все варится. Так. Сейчас А я как вот правильно вообще? На сковороду или на как-то? Как ты сейчас сказала? на сковороду. На сковороду. Как вообще правильно? На сковороду или на сковороду? Это не важно. Ну и все, и сейчас будет наш лук готовиться. Пока будет лук наш готовиться, давайте немножко с вами поболтаем. У нас тут на повестке дня Отпуск. отпуск. Мы не знаем, куда нам в этом году поехать отдыхать. Изначально у нас было запланировано, мы это знали, что мы полетим в этом году в Турцию. Но так как сейчас такая обстановка не очень спокойная, то мы пойдем сюда. Что-то Дим. мы передумали, короче. Да, мы, в общем, передумали что-то. Но теперь альтернативу надо искать, как говорится. Да, надо искать альтернативу. Мы начали с Димой смотреть Испанию. Все классно на берегу, да, как на первой линии, Да, отель, море все, классное, да, со Средиземное море, Штутгарта да, вылет, Балеяны, да. на самолете. Ну вот наш младший сын вот Не хочу. прям вот Не хочу Испанию. уперся, вот прям я не поеду, я сказал, я не хочу, я не поеду. Я говорю, Мила, ну что это такое? Посмотри, какой отель, прямо на море, 2 минуты и вообще нет, и все, вот уперся, не поедем, не поеду. Хорошо. Начали мы смотреть Францию, да, мы в том году были во Франции, город Ментон. Нам очень там понравилось, Да. и мы Около Монако, да. 8 километров от Монако, ну, давайте поедем туда, во Францию. В том году мы снимали квартиру, апартаменты, 1200 евро, 1200 апартаменты стоили на неделю, да. На И неделю. потом я захожу опять в Booking.com, ну, может, Booking, да, Booking.com, знаете, приложение. Ту же самую квартиру, она у нас получается в фаворитах. 2500. 2500. А? Думаю, вы что, там вообще уже охренели, что ли? Больше, чем в 2 раза. Да, нам та квартира понравилась, она тоже как на море, и она как реновирована, не, она не Ноебау. Новостройка, это прям стекла там такие, как от потолка, классно все. Квартира была очень Мебель удобная, классная, гараж, то есть тоже нам важно было. чтобы машина... 2500, ну совсем уже с ума сошли. 2500 это только апартаменты на 7 ночей. Так это еще надо... Ну как, туда приедь, все эти винеты купи, там кушай еще. Кушать там было очень дорого. Это, действительно. это Во Турция. Франции не сравнить с Италией, с Испанией, не сравнить, было очень дорого. Даже вот мы закупку делали, да? Мы в Италию ездили закупаться. Да, мы ездили. Потому что что-то французские эти, как эти, их магазины, ну что-то ассортимент какой-то и цены какие-то, как космические какие-то. Ну какие-то Лазурный берег, ну в смысле Италия тоже на море. 20 километров, да, и мы заехали с тобой в Италию. 20 километров назад поехали, да. Да, мы там в Лидле закупились. закупились и... Кстати, продукты у них немножко другие. Да. В Италии. Да. И цены классные. Да. Цены В классные. общем, мы не знаем. Опять мы стали смотреть Турцию, ну и тут же мы опять переживаем. Сейчас такая обстановка
в мире, на планете, да, все непонятно. Напишите, расскажите, вы куда едете в этом году? Или вообще, Да. может, дома остаться? Как говорится, к нам сюда едут Отдыхать к нам? в отпуск, а мы отсюда хотим уехать. Ну, это так всегда, как Ну, мы подумаем, сменить. конечно же. Да. Сменить. Еще, в принципе, такого не было, чтобы мы куда-то в отпуск не ездили, как мы каждый год ездим, но в этом году настолько все... Хорватию, может быть, посмотрим. Но я бы не хотел бы на Фингстон. Я хотел бы в августе тогда. В июне Да, в потому что Хорватию Хорватии холодно прохладно ехать. будет, да. Да. Имеется в виду вода прохладная. Да. В общем, напишите, что вы думаете в этом году по поводу ваших отпусков, куда вы едете. Может быть, что-то посоветуете. Пообщаемся в комментариях, посмотрим, что тут с нашим луком. Пишите, да. С нашим луком. Так, Ага. лук закипел у меня. Сейчас я Я его... тоже люблю лука много. Сейчас я Так, его это буду- говядина у тебя, да? Это говядина. Кстати, Дим, я что-то, видишь, крышка не закрыла. Надо крышкой закрыть, чтобы Где она... крышка? А, вот крышка. Я в лук еще немного добавлю черного перца. Я так люблю. Не знаю, Ну, конечно. надо добавлять, не надо, но сейчас Конечно. вот я его оставлю, и пускай он протушивается. Конины у нас нет. Нету конины. Кстати, в русском магазине я видела, продается замороженные козы. Козы? Да, в этом, в Генусе. А, у нас два магазина. в Микс-маркт. городе. Микс-маркт и Генус. Замороженные козы. Ну что-то он такой был какой-то замороженный, перемороженный, что даже... Может, 10 раз Ну, замороженный. мне вообще он размороженный. такой был неаппетитный, даже как вот на вид. Ну, не надо тогда, И конечно. я не решилась его купить. Кстати, если кто-то покупал в русском магазине козы, ну-ка расскажите, стоит, Да. не стоит? Может Мне- быть, где-то в другом месте вообще, не в русском магазине, а где-то в другом месте можно купить вообще? Ну, Я не знаю. мы тоже не знаем. Ну, давайте, напишите, будет очень интересно. Да. Так, поднялось мое тесто. Стояло оно у меня, ну, наверное, больше часа. Конечно, ему можно было бы еще немного поставить. Я сейчас вам покажу, как оно получилось. В принципе, оно, ну как, оно хорошо поднялось, да, оно такое, видите? Ну, ему можно было бы постоять еще, но нам надо заканчивать наш процесс. Семья хочет кушать. В общем, смотрите. Муки я больше не добавляла. Я просто смазала свой коврик подсолнечным маслом. Ну, сколько вот у меня лепешка? Ну, сантиметр, может быть, я не знаю. Вот, и стаканчиком я сейчас буду такие делать кругляшки. Если честно, ребята, баурсаки, именно баурсаки я не пекла никогда. Бешбармак мы любим. Бешбармак мы время от времени мы делаем. А вот именно баурсаки мы никогда не делали. Ну, в общем, мы сейчас с вами посмотрим, что у нас, конечно, в процессе получится. Не знаю, первая партия, толще надо их делать или не толще. Сейчас будем выпекать. Вот первую партию я уже сняла. То есть я их делала такими тоненькими. Посмотрите, как они классно поднялись. Прям пузырятся. Ну, выглядят они очень аппетитно. Мне кажется, что нам понравится.
Я на кухню пришел спросить. Таня, Тати, когда мы кушать будем? Дима, ага, мы уже на финишной прямой, мы уже подходим. Я вам хотела рассказать, какое я тесто использую для бешбармака. Я покупаю нудельтайг. Оно очень тонкое, это получается свежее тесто, да? Тесто для лапши. Тесто для лапши, но я его использую для бешбармака. Вот сейчас я его нарежу вот таким. Мясо у меня уже готово, я его нарезала. Лук у нас готовый. Мы на финишной прямой. Сейчас мы будем праздновать. Садиться, в общем, за стол. Так, бульон у меня очень хороший, красивый получился. Ты закидывать будешь сейчас? Я сейчас буду закидывать. Так, смотрите, как я это буду делать. Вот так, по лепешечке. Жирный такой, да? Хороший бульон. Это вот эти косточки. Они вот дали такой там бульон. мозги все вытекли, да? Нет, они все там остались. Да. День равноденствия, да? Это как Новый год, да, начался? Да, зима ушла, Да. тепло пришло. Просыпается природа, Да. просыпаются деревья. День, Во всей Азии, да, это празднуют. День На равноденствия. Кавказе, На Кавказе тоже? да. Да? Ну, видимо, где-то выборочно там. Окей. Может быть, не везде. Ага. На Кавказе не знала. Давай, кидай. Это Наурыз, Новый день переводится. С арабского, по-моему. Нет, с персидского. С персидского, по-моему. То есть опять тема Иран, да? Новый. Ну все, ребята, мы накладываем нашу вкуснятину. Я люблю мясо пожирней. Тут разное, да? Тут разное, да. Дима любит по суше, я люблю, если говядину, только немножко пожирней. Но я хочу сначала все-таки, я не пробовала баурсак. Я их напекла, они мне понравились в процессе, как они, и я не пробовала. Давай сейчас с собой разорвем. Ну смотри, я даже так не ожидала. Смотри. Сейчас я на вкус Пузырь, попробую. да? Угу. Вкусненький. Вообще классно. Никогда, да, я вам говорила, ребята, что я не Да, пекла. нет, этот кусочек. На. Ну да. Дима у нас, как всегда, последний кадр снимает. Кушать хочем. День у нас сегодня был очень большой, плодотворный. Ну-ка, давай другой еще разорву. Давай. Ну, класс, да, Дима? Да. Вкусно. Очень вкусно. Вкусно. Правда. Так, ну и что? Ай, конечно, кушают бешбармак руками. Но мне не хватает здесь Нет, ножика. Ну, я сейчас как-нибудь. Вкусненько, да? Но это не вкусненько, это очень вкусненько. Это очень вкусненько. Я люблю бешбармак. Все, не могу остановиться. Не буду тебя, Дима, томить. Ты тоже хочешь кушать? Alles gut. Я хочу всех поблагодарить, кто эти выходные наши провели вместе. Я поздравляю всех с праздником казахстанцев, кто в Германии живет из Казахстана, в Казахстане людей. Я хочу пожелать всем добра, счастья, чтобы все ваши родные, близкие, чтобы вы были здоровы. До новых встреч. Спасибо. Нам бы хотелось, чтобы вы написали комментарии. Общаться будем.
Всего хорошего, до новых встреч, пока-пока. И с праздником вас.